Женщина несколько раз ударила его ножом, пытаясь убедиться, что он умер. Он одержим. Тамаки думает о жизни, которую он прожил до этого, и признает, что на данный момент его имя не имеет значения, но он знает, что та ночь в середине будет последним днем его жизни. Жизнь, ты решаешь судьбу. Юная леди настаивает на том, что она убьет его. Она называет его по имени и говорит, что он умрет. Никто не получает такого удара ножом, не постучавшись в дверь рая, и даже Тамаки не выживает после этого. Однако на следующий день, когда он понимает, что жив, для него это становится шоком. Опс, он больше не является живым человеком. Сегодня первый день перерождения Тамаки, и когда он открывает глаза, первое, что он видит, это зеленое уродливое животное, гоблин, частью которого он тоже станет. Старший гоблин смотрит на него и думает, какое имя ему дать. Однажды он назвал другого гоблина, родившегося в этот день, Кичи, поэтому он не может дать Тамаки такое же имя, и в результате он дает ему имя Го. Тамаки, ну что же теперь Гобру так разочарован? Почему этот человек дал ему такое простое имя? Он даже не может пошевелить ни телом, ни ногами, но все, что он знает, это то, что в данный момент он все еще жив. И если это второй шанс на жизнь, он с радостью примет его. Он снова закрывает глаза и просыпается на следующий день, который является его вторым днем перерождения. Он оглядывается вокруг и видит нескольких зеленых уродливых детей. Мне интересно, почему он осуждал их, не понимая, что сам выглядит точно так же, как они. Когда он смотрит на свои руки, он подтверждает свои подозрения, что он такой же, как они. Значит ли это, что он переродился в гоблина? Эта реальность не вызывает у него ничего, кроме слез. Он кричит, потому что слаб и беспомощен в том состоянии, в котором он находится. В конце концов, его слезы высыхают, и на следующий день он просыпается более сильным. Теперь он может ходить, и он подтверждает, что гоблины действительно рано повзрослели. Старший гоблин возвращается и дает им поесть, а затем говорит, что это будет последнее блюдо, которое он им предложит, и со следующего дня они должны сами добывать себе еду. На следующий день, на третий день, Гобру выходит из пещеры и видит солнце. Честно говоря, мне действительно приятно быть живым. Хотя у него может и не быть той жизни, о которой он мечтал, и той, которой он жил раньше, это его второй шанс на жизнь. И он обещает себе, что на этот раз он выживет. Он даже не знает, как найти еду, и он видит, что солнце и атмосфера выглядят по-другому. Это не та жизнь, к которой он привык, и ему нужен партнер, чтобы ориентироваться в ней. Он смотрит себе за спину и видит еще одного маленького гоблина Кичи. Он зовет Кичи и спрашивает его, не пытается ли он тоже поискать еду. Пытаясь прогнать ее, Габро пригласил ГБМи на их следующую охоту. К сожалению, на следующий день, то есть на пятый день, пошел дождь, и он не смог пойти на охоту. На следующий день, на шестой день, он отправляется на охоту и берет с собой металл, чтобы вырезать его в качестве оружия. Во время этой встречи он видит нескольких женщин, которые были захвачены в плен, и по причинам, известным только ему, он чувствует боль за них. На следующий день, на седьмой день, он начинает вырезать свое оружие из металла. Когда он это делает, старший гоблин, который дал ему имя Габаджи, которое не требует особых усилий, выходит ему навстречу, высоко оценивая его великие способности и говоря ему, что если он продолжит в том же духе, то может повысить свой уровень. Быстро вставай. Он спрашивает, знает ли он свою нынешнюю оценку, и говорит ему постучать себя по голове, чтобы узнать. Когда он постучит себя по голове, он увидит, что находится в 86-м классе. Габаджи сообщает ему, что если он поступит в 100 класс, то сможет перейти на следующий уровень. Но всего на несколько немногим гоблинам удается сделать это за такой короткий промежуток времени. Уходя, Габаджи сообщает им, что на следующий день старшие гоблины, которые являются хобгоблинами, вернутся из своей поездки в город за едой. И ему не терпится увидеть, что они принесут на 8-й день. На 8-й день новый друг Гобру Гоми помогает ему охотиться на лесных малиновых змей. Используя стратегию нападения со всех сторон, Гми первый запускает камень в змей с дерева, за ним следует Кабукичи, который использует деревянную дубинку, чтобы поразить приближающихся змей. С Капкичи, сражающимся в качестве нападающего, Джми, сражающимся в качестве запасного, и Гобру, сражающимся на средней дистанции. Группа легко охотится на змеи и даже на стаю енотов. После окончания охоты 3 гоблина немедленно снимают змеиные шкуры и наслаждаются свежим деликатесом, который ни с чем не сравним. В буквальном смысле на небеса. Джми начинает плакать, потому что она никогда раньше не ела ничего, кроме червей, предложенных Габаджи. Так что она становится очень благодарна Габру за то, что он позволил ей быть в его команде. Гобру укусил змею, после чего система уведомила его о том, что он открыл 5 новых навыков, включая термографию и яд.
Устойчивость к ядам, определение местоположения из глаз. Приобретя эти навыки, Гору понимает, что змея должно быть была монстром высокого уровня, и это делает его счастливым, что ему удалось убить ее. Гобкичи вежливо просит Габру позволить ему съесть голову змеи, однако Гобру не позволяет ему даже прикоснуться к ней, утверждая, что голова ядовита, и он продолжает есть ее сам. В течение следующих 2 дней Гобре продолжает заниматься своей обычной охотой и вместе с командой готовит еще больше охотничьего снаряжения. Они становятся настолько уверенными в своих силах, что совершают ошибку, исследуя пещеры. К счастью для них, им удается вовремя спастись от стаи разъяренных летучих мышей. Непосредственно перед тем, как сбежать из пещеры, Капкичи демонстрирует свой новый щит и использует его как танк для защиты главного фехтовальщика в их отряде Габру, который начинает рубить летучих мышей, демонстрируя свои навыки, а затем использует свою способность с глаза, заставляя всех летучих мышей застыть в воздухе. Из-за своей глупой храбрости они, к счастью, уничтожили всю пещеру летучих мышей и начали поедать их самих. Их аппетит в буквальном смысле не от мира сего. Поедая летучих мышей, Гобру открывает новые наборы способностей, называемых эхолокацией, вампиризмом и вамфилией, так что он становится удовлетворен тем, что делает. Результат сегодняшней охоты. Другие гоблины в доме Гобру начинают завидовать, видя, как эти трое наслаждаются такими деликатесами, в то время как они едва выживают, поедая червей. И все же им не хватает смелости попросить у Гоба немного еды, и они продолжают наблюдать, как у них изо рта текут слюни. На 12-ю ночь 6 ревнивых гоблинов из прошлого решают напасть на Гоба. Когда он спит, потому что если он умрет, то они получат всю его еду, верно? Ошибаешься, это не так работает. Кто будет поставлять еду, если поставщик мертв? Гоблины глупы, что ты можешь с этим поделать? В любом случае Гобру не терпит поражения, так как он чувствует их злые намерения, используя свой навык поиска, и в одиночку побеждает всех 6 из них. Гобми, которая просыпается от внезапного обязательства, понимает, что происходит, поэтому она тоже присоединяется к Габру и пытается даже забрать одного из них. Жизни ее братьев. К счастью, Гобр вовремя останавливает ее и успокаивает, говоря, что они уже усвоили урок. На следующий день Гобр и его команда нападают на орка, который просто занимается своими делами, и жестоко уничтожают его. В результате чего он изучает навыки орков, такие как либидо, язык орков, а также обнаруживать и анализировать. Сразу после этого они снова отправляются на охоту, и на этот раз Джоб отдает всю еду в дом гоблинов, чтобы привлечь их на свою сторону. После того, как он помог беспомощным в этом новом мире, Джоб испытывает странное чувство удовлетворения и впервые как следует выспался. Однако система не дает ему уснуть, уведомляя его в середине сна о том, что он эволюционирует в новую форму под названием Хобгоблин. Благодаря этой эволюции Гобру получает благословение великого бога смерти и происхождения. Однако он не замечает надписи на экране и продолжает спать. Из-за этой эволюции, когда он просыпается на следующее утро, не понимая, что произошло, он обнаруживает, что выглядит намного выше, чем раньше. А также обнаруживает, что Гобкичи также эволюционировал в свою форму Хобгоблина. Видя, что они оба становятся взрослыми всего за 14 дней. Даже Габаджи приходит в изумление и задается вопросом, как им удается так сильно подняться в рейтинге за такой короткий промежуток времени. Габару предлагает Кичи отправиться на охоту, чтобы проверить, насколько сильными они стали благодаря своей трансформации. Однако к Кичи приходит в голову идея получше и вызывает Гобру на дуэль, чтобы проверить их новую силу. Оба гоблина обрушивают свой первый удар друг на друга со всей своей силой, но Гобр идет впереди, так как кажется у него больше преимуществ с точки зрения силы. Когда вдалеке раздается волчий рев, Гобр чувствует беду и просит Гобми принести им арбалет, который они сделали в прошлый раз. Добрый день. Стало известно, что неподалеку стая волков охотится на диких кроликов, и они не останавливаются на достигнутом. Они даже продолжают пожирать многих орков на своем пути. Однако Гобру не чувствует угрозы со стороны волков, напротив, он решает сделать их своей следующей целью, чтобы проверить, насколько по-настоящему сильным он стал за одну ночь. Проинструктировав ГБМи использовать арбалет, чтобы сбить вожака волчьей стаи, Гобу удается отвлечь волков на себя и Гобкичи. И он уничтожает каждого из волков одного за другим, используя идеального товарища по команде. Через несколько минут двум братьям удается расправиться со всеми волками, не получив ни единой царапины. Вожак волчьей стаи встает с непоколебимой решимостью расправиться с парнем, который убил всех его собратьев, но поскольку он не является главным героем, это не удается. У вас есть шанс сразиться с Гобром,
который пожирает его и снова обретает кучу навыков, включая военное лидерство. После этого Гобр приносит всех мертвых волков обратно в логово, где строго-настрого приказывает другим гоблинам охотиться на такое же количество монстров, которые он в одиночку убивает за день, чтобы убедиться, что они не будут продолжать охотиться на халяву. Но поскольку ни один из них не обладает охотничьими навыками, они умоляют Джоба научить их сражаться так же, как он. После недолгих упрашиваний Джоб решает научить всех охотиться и изготавливать оружие, заручившись их поддержкой и мгновенно став лидерами всех гоблинов. За несколько дней прохождения базовой подготовки все гоблины стали достаточно подготовленными. Но самое главное, Гобми превратилась в красивую леди, готовую быть приготовленной Рислардом Гобом. На 17-й день жизни Гобра в качестве гоблина он просыпается и обнаруживает, что человеческие женщины, которые были взяты в заложницы в пещере до его рождения, мертвы. Он будит Габаджи, гоблина-дедушку, и сообщает ему эту ужасную новость. Вскоре после этого они сжигают тела всех женщин вместе, чтобы отправить их в загробную жизнь и помолиться за их благополучие. Габаджи считает невероятным, что люди сделали это с собой, но Гобру понимает их доводы, понимая, что они, должно быть, сделали это, потому что все надеялись выжить в этом мире. В лес. Гобр также предполагает, что люди, должно быть, отравили себя, чтобы убедиться, что они умерли во сне. Жизнь продолжается, так что Гобр тоже движется вперед, и на 26-й день он продолжает тренировать свою армию гоблинов. Под руководством девочки Джоб подростки-гоблины бегают с максимальной скоростью, чтобы улучшить свою физическую силу и довести свои тела до предела. Гобру, который лично взял на себя ответственность за улучшение и эволюцию гоблинов, целыми днями тренирует их. Занимаясь этим, он также улучшает свое собственное тело и выслеживает многих многообещающих врагов, которых может найти в лесу, чтобы добавить больше навыков в свой инвентарь. После изучения множества новых способностей, Гобр обретает уверенность в своих силах. Поэтому он снова возвращается к тренировкам гоблинов, как вдруг туда приходит группа хобгоблинов. Гобр предполагает, что они должно быть враги, несмотря на то, что они гоблины, и достает свой меч, чтобы прогнать их прочь. Однако похоже, что это не так, поскольку Гобиджи объясняет ему, что эти группы хобгоблинов также принадлежат к его клану и, по-видимому, являются налетчиками на город. Представители старшего поколения, которые весь месяц ходили на охоту, что объясняет, почему Гобру до сих пор их не видел. Гору, который понимает, что один из них должно быть его биологический отец, удивляется и сожалеет о своем решении поднять на них меч. Команда рейдеров отправляется туда и привозит много человеческой еды и патронов, что указывает на то, что они совершили набег на несколько человеческих деревень. Поскольку эти старшие рейдеры на одно поколение старше Гобра, они естественно игнорируют его, не зная, кто он такой, и разговаривают только со своей группой. Гобр не заинтересован в общении, поэтому он не принимает это близко к сердцу. И поэтому вместо этого он смотрит на то, что они разграбили, когда обнаруживает, что налетчики захватили много молодых человеческих женщин в качестве заложниц или, что еще хуже, рабынь. Один из гоблинов называет этих 5 женщин хорошей добычей и готовится сделать с ними что-нибудь мерзкое, что приведет к определенно. Это спровоцирует самого убийцу гоблинов прийти туда. Но, к сожалению, этого не произойдет, так что неважно. В любом случае, Габрю объясняет, почему гоблины взяли этих женщин в заложницы. По-видимому, гены гоблинов очень сильны, и из-за этого, если они спариваются с представителями других видов, все равно получаются чистокровные дети-гоблины. Так вот почему они забрали этих 5 женщин, чтобы заставить их размножаться день за днем. Однако, будучи человеком в своей прошлой жизни, Гобру не нравится, насколько варварской является эта традиция, поэтому он встает на защиту женщин от гоблинов. Но зная, что выступление против своего собственного клана приведет к его уничтожению, он разрабатывает стратегию и спрашивает вождя рейдеров за разрешением самому присматривать за человеческими женщинами. Но главарь налетчиков не только не одобряет эту идею, но и хватает Гобра за шиворот, побуждая сторонников Гобра взяться за оружие, чтобы спасти его. Когда ситуация становится напряженной, появляется беловолосая женщина-гоблин по имени Хупсата, а также гоблин-маг по имени Хопси, приезжает туда, чтобы помочь уладить ситуацию. И говорит им, что втягивание ситуации в гражданскую войну никогда не является решением проблемы. Зная, что цивилизованного способа уладить это дело не существует, так как они кучка агрессивных гоблинов, Хопси предлагает, чтобы лидеры обоих поколений сражались друг с другом. И тот, кто победит, отныне будет командовать.
Если обе стороны согласятся на эту сделку, поединок голыми руками закончится в считанные секунды, и Джоб полностью уничтожит лидера старшего поколения. Габаджи вызывает Гобра на поединок с оружием, хотя предполагалось, что они будут сражаться голыми руками, показывая, что он использовал паучьи нити для захвата соперника. Однако Гобру объясняет, что это не оружие, показывая, что его паучьи нити естественным образом выходят из его рук, что делает его следующим Человек-паук. Конечно, он обрел эту способность после того, как съел лесного монстра-паука, но поскольку другие не знают о его навыках жульничества, они просто предположим, что он особый случай с исключительными способностями. Теперь, когда Гору является законным победителем дуэли, он становится официальным лидером деревни, что значительно облегчает ему задачу приказывать всем не причинять вреда захваченным человеческим женщинам. Он заверяет женщин, что никто не поднимет на них руку, а также обещает им, что позаботится о том, чтобы за ними присматривали в течение того короткого промежутка времени, который они проведут здесь, раскрывая свои намерения вскоре отправить их всех обратно в человеческую деревню. Рыжеволосая женщина не понимает, почему предводитель гоблинов проявил такую щедрость по отношению к ним сразу после того, как взял их в плен. И предполагая, что у него есть какой-то скрытый мотив, она спрашивает его, что им придется делать в ближайшее время. Гобру на самом деле не собирается позволять женщинам бездельничать, пока они здесь, поскольку он говорит, что хочет, чтобы эти женщины помогли ему получить человеческие знания об этом фантастическом мире. Он узнает, что эти 5 женщин были частью группы странствующих торговцев и направлялись в другой город, когда произошла трагедия. Гоблины устроили им засаду из ниоткуда. Гоблины, по-видимому, забрали жизни всех рыцарей, которые защищали женщин-торговок, и забрали единственных 5 выживших домой. Чтобы сделать, им нужны их машины для производства детей. Гобру сочувствует их утрате, но не показывает им своих эмоций, так как не может позволить, чтобы его человеческое поведение было замечено. До конца дня ничего не происходит, поэтому мы переходим к следующему дню, который начинается с того, что Габру приносит завтрак человеческим женщинам, которые кажутся похожи, они уже оправились от этого инцидента, поскольку все они проявляют себя вполне радостными. Гобру понимает, что женщины улыбаются и смеются только потому, что позитивная атмосфера облегчает им жизнь в такой неблагоприятной ситуации. Он наблюдает, как они едят приготовленную им еду, а затем узнает о них больше. Девочка, которая выглядит так, будто у нее СДВК, по-видимому, занимается аппарацией, а также кузнецом. 2 сестры-близняшки-блондинки работают поварами, но у них есть и другая работа – портные. Занудная девочка в очках, что неудивительно, является скучным алхимиком, и, наконец, рыжая воин-новичок. После получения всей базовой информации, Габру отправляется на тренировочную площадку, чтобы обучить всех членов команды, включая представителей старших поколений. В отличие от нынешнего поколения, старшее поколение никогда не проходило через такие суровые тренировки, из-за которых они теряют свой дух и энергию раньше других. Итак, Гобру преподает им урок за то, что они так легко сдаются и продолжают свои ужасные тренировки. После нескольких дней тренировок старшие поколения, которые явно ненавидят своего нового лидера, становятся более послушными, что облегчает Джобу контроль над ними. Несколько дней спустя на их землю обрушивается сильный дождь, поэтому Гобру и Гобкичи устраивают серьезный спарринг в пещере, оставляя их одних. Ночью они устают, поэтому, когда они ложатся спать, бывший лидер, который все еще недоволен тем, что им правит высокомерный сопляк, решает морально навредить Джобу, нарушив его приказ. Он и его приятели направляются в пещеру человеческих женщин, решив добиться от них своего. Но Джоб разгадывает их намерения, используя свой навык обнаружения, и серьезно ранит их, переступая черту. После поимки всех гоблинов-разбойников, Габру извиняется перед человеческими женщинами за то, что нарушил их ночной сон, и говорит им снова отдыхать. Рыжеволосая понимает, насколько Габру хороший человек, и это вызывает у нее слезы облегчения и счастья. Гору приказывает своим Губкичи и ГБМи разбудить всех в их клане и собрать их вокруг, так как он хочет, чтобы они увидели, что произойдет, если они перейдут черту. Ты такой же, как эти жалкие неудачники. Когда все они собираются вокруг, Гобру жестоко избивает нападавших и оставляет его висеть вниз головой до следующего утра, где он умирает, заставляя остальных понять, что их новый лидер ничем не лучше какого-то жестокого парня со смешными усами. Как бы то ни было, на следующий день Гэлбрю встречает единорога и легко расправляется с ним благодаря отличной командной работе. А после поедания его плоти получает еще больше способностей для себя. На этот раз он получает навык быстрого исцеления в качестве награды и даже удар рубцом,
который позволяет его одиночным ударом привести к 3 сплошные повторяющиеся удары. Гобр не останавливается на достигнутом, просто став лидером, которого одолели. Он также становится Ризлордом, который настолько возвысил рыжеволосую человеческую девочку, что она сама пришла к нему в постель, чтобы переспать с ним. Но будучи тупым, как кирпич, Гобру воспринимает совместный сон буквально и не делает ничего веселого с женщиной, которая явно предложила ему себя. На 33-й день Гобру просыпается и обнаруживает на своей кровати не только рыжую, но и Гобми, что заставляет его понять, что возможно он может получить свою собственный гарем, даже если он гоблин. Как бы то ни было, ужасное обучение продолжается, и Джоб, который превратился в хобгоблина, также берет на себя ответственность за происходящее, становясь потенциальным кандидатом в члены неофициального гарема Джоба. Гобр направляется вглубь леса в поисках более грозных врагов, когда натыкается на другого единорога. На этот раз он впервые использует свой магический навык «Громовое копье» и убивает единорога с такой силой, что сам не верит своим глазам. Он задается вопросом, нужно ли ему еще больше становиться сильнее. Он становится слишком самоуверенным в своих нынешних способностях. Он идет дальше на север, в лес, и натыкается на след человеческой крови, что заставляет его вспомнить предостережение своего деда о красном медведе, который живет на северной стороне леса. Но прежде чем Гобру успевает вернуться, красный медведь останавливает его на пути, готовый расправиться с незваным гостем за то, что он вторгся на его территорию. Габру, чьи инстинкты побуждают его убить красного медведя и съесть его, чтобы стать сильнее, решает сразиться с ним и призывает предположительно побежденную магию громового копья: «Произнесите заклинание, чтобы снять его». Тем временем Габми, вернувшись на базу, начинает беспокоиться за Габру, так как он до сих пор не вернулся, несмотря на то, что уже почти наступил закат, и это кажется ей странным, так как Габру никогда так поздно не опаздывал. Она подошла к остальным и спросила, не знают ли они, где Джоб. Но когда никто не заявил, что видел Джоба, Гобми стало ясно, что Джоб в опасности. В какой-то степени это может быть правдой, поскольку Гобру показывает, как он борется с красным медведем. Ему удается отрубить правую руку красному медведю с помощью громового копья, но оно не опускается и сражается с ним еще яростнее. Итак, Габру использует всю свою силу в следующей атаке и вонзает свой боевой топор в шею красному медведю, но безуспешно, чтобы пробить его толстую шкуру. Осознав, насколько силен медведь, Гобру пытается обездвижить его с помощью своих паучьих нитей, что сильно проваливается и также приводит к обратным результатам. Рыжий медведь приходит в такую ярость, что атакует его из огнемета, в результате чего вся северная часть леса оказывается в огне. Гобру едва выживает после нападения и использует время, пока он прячется за пламенем, чтобы залечить свои раны. Неуверенный в том, что ему следует делать сейчас, Гобру использует классический подход и сражается с медведем лицом к лицу, что в конечном итоге становится еще одной ошибкой, поскольку его отбрасывают одним ударом, оставляя его одного. Сильно ранен, но с помощью силы дружбы и аниме Гобру стильно убивает красного медведя ценой потери левой руки. Гобру едва успевает съесть мясо красного медведя, прежде чем потерять сознание, а когда он без сознания, система повышает его уровень за победу над чрезвычайно высоким противником. Уровень монстра. Когда Габру возвращается в домик гоблина после встречи, он становится больше и лучше, чем кажется на первый взгляд. Теперь он на свободе. Он объясняет всем в доме, что с ним случилось, и даже их глава очень шокирован. Он говорит, что Гобру всего около месяца от роду, и он победил повелителя Северного леса и даже стал огром, чего не может сделать обычный гоблин. «Делай!» Гобр не шокирован тем, что все они шокированы, увидев его. Он даже оставляет их и уходит в другую часть дома, чтобы переодеться. Он также намерен найти людей и проведать их. По пути он встречает мастера, который проверяет оружие, которым он пользовался в тот день, и она потрясена тем, что стрела рассыпалась. Она также говорит ему, что вырезала нож с помощью духовной души, и он взволнован тем, как здорово они все справляются по отдельности. Он идет дальше и находит людей, когда они видят его. Они очень шокированы. Они не могли ожидать, что он вырастет таким сильным, поэтому он тратит некоторое время, пытаясь объяснить им, что он тот же самый человек, которого они знают, и он не причинит им вреда. Честно говоря, их испуганное выражение лица и чувства приводит его в восторг, потому что они выглядят очень уморительно. Он также уходит и встречает другого человека, который рассказывает ему о том, что она делала, пока его не было дома. Он гордится ее достижениями и радостно гладит ее по голове. Удовольствие, с которым он прикасается к ее голове, вызывает зависть у некоторых других дам. И не
успевает он оглянуться, как две из них уже хватают его за ноги и пытаются оттащить назад. Он зашел на кухню и увидел там поваров. Они пожаловались ему, что у них слишком много работы на кухне, и они не могут справиться с ней в одиночку. Поэтому он сказал им, что попросит двух женщин-гоблинов присоединиться к ним. Они так взволнованы и выглядят очень мило. Он потрясен тем, что повара-люди готовы работать с гоблинами, и восхищается их способностью жить и приспосабливаться к окружающей среде. Он гладит их по головам и говорит, что, похоже, они будут хорошими женами. Они улыбаются, а он их подразнивает. Он проводит целый день, дразня их и играя с ними, потому что это делает его счастливее. Затем он отправляется к алхимику, который остается один в своей лаборатории и смешивает какие-то химические вещества. Он берет один из ее продуктов и подтверждает, что это яд. Он спрашивает ее, что она собирается с ним делать, и она отвечает, что это предназначено для самопомощи. Однако она признает, что оно ей больше не нужно, потому что теперь она наполовину гоблин, которому она может доверить свою жизнь и жизнь других людей. Они проводят там время и разговаривают. На следующий день у него 36-й день в качестве гоблина. Как обычно, он весь день тренируется с другими гоблинами. Однако он понимает, что не сможет тренироваться с ними снова, потому что если он ударит их один раз, то пробьет их броню и ранит их. Даже Ктичи не может выдержать его ударов, они все устали и ранены, и ему приходится использовать свои силы, чтобы заставить их восстановиться. Пытаясь вылечить их, он видит, что Ктичи чувствует себя неуютно. Он спрашивает Ктичи, что случилось, но Ктичи настаивает, что ничего страшного и с ним все в порядке. Он уходит на охоту, но Джоб знает, что с ним не все в порядке. Он выходит на улицу и видит, что Гоби все еще копает землю в поисках духовного железа, а также видит Хада, человека, и Гобми, гоблина, которые счастливо охотятся. Он доволен миром, который он установил в этом сообществе. На следующий день, на 37-й день, он проводит свой день так же, как и раньше. А после их дневной тренировки он идет посидеть с алхимиком и заняться шитьем. Внезапно он слышит шум, и в комнату входит Габе с поврежденным карбункулом. Она жалуется, что увидела его, когда копала, и думает, что он потерял много крови и очень скоро умрет. Гобру быстро начинает действовать и пытается вылечить ее, но карбункул потерял так много крови, что она не может выжить без крови. Алхимики дают им кровь, а после процедуры оставляют ее спать. Когда она просыпается, она в шоке от того, что оказалась там. Она спрашивает их, кто они такие, и они рассказывают ей, что произошло. Она благодарна им за заботу о ней и говорит, что ее зовут Латана. Она рассказывает, что была ранена людьми-авантюристами, и они хотят забрать кристалл с ее головы. Она очень старая волшебница, которая собрала несколько драгоценных камней, и кристалл на ее голове очень ценный. В результате люди всегда ищут ее. Она умоляет их, что у нее осталось очень мало времени, и что даже если она умрет, они должны помочь ей победить авантюристов первой. Она доверяет им, что ее дом драгоценных камней наполнен несколькими ценностями, и ее хозяин предпочтет, чтобы они достались гоблинам, а не людям. Поэтому она просит Гобра помочь ей убить авантюристов. Однако Гобр не хочет их убивать. Он просит нож, который мастер создал для того, чтобы он мог угрожать людям. Он проникает в замок вместе с Джоб через дыру, которую она вырыла. Гобру прячет остальных и находит людей. Он пытается спросить их, почему они разрушают дом, принадлежащий другому человеку, без его разрешения. Им интересно, кто он такой, и они планируют убить его первым, прежде чем найдут Латану. Они нападают на него, но он уклоняется от их атаки и пытается договориться с ними. Однако они начинают использовать против него высшую магию. Разозлившись, он решает дать отпор и убивает людей. Он находит кое-что из их волшебной сумки и аксессуаров, поэтому потребляет их и забирает силу, прежде чем отправиться в ювелирный дом вместе с Латаной. Мальчик-сирота пробуждает запретные силы, чтобы сразиться с древними монстрами и спасти человечество от неминуемой гибели. Смотри полный обзор, перейдя по ссылке в закрепленном комментарии. Когда пришло время, карбункул по имени Латана исчезает в небытие, оставляя Гобру только красный драгоценный камень, который является бесценным сокровищем бархата. Джоб, который не уверен, достойны ли они того, чтобы иметь такое ценное сокровище для себя, но Гобр предполагает, что все будет хорошо. Но всепожирающий огр съедает драгоценный камень вместо того, чтобы продать его, что позволяет ему открыть новую способность, называемую золотым правилом. Ктичи заходит туда и спрашивает Джоба, все ли с ней в порядке, показывая, что у него появились к ней чувства.
Поскольку Джоб утверждает, что у него все отлично, Гобкичи мгновенно влюбляется в ее милую улыбку. Гобру привлекает к себе внимание гоблина и остальных гоблинов, призывая всех скорбеть по Латане, так как она отдала свою жизнь, чтобы защитить драгоценный камень. Гобру обсуждает свою идею разделить все сокровища между собой и решает использовать бесконечный ящик для хранения предметов для хранения всех ценных вещей. В нем спрятаны сокровища. Когда остальные уходят из сокровищницы, Гобри остается, так как он не хочет оставлять труп Вельвет. Но, к счастью, он не съедает его, а вместо этого почтительно кремирует. После того, как тело исчезло, осталась только перчатка. Гобр с любопытством надевает перчатку на левую руку, не особо задумываясь об этом, и мгновенно сожалеет о своем решении, когда таинственная перчатка пронзает его руку насквозь, заставляя его чувствовать безмерную боль. Но Гобру остается терпеливым и позволяет перчатке делать свое дело, и как только это будет сделано, перчатка полностью срастется с его левой рукой, возвращая ему утраченное предплечье. Гобру обнаруживает, что может использовать свою левую руку как оружие, которым он может свободно вращать и передвигаться. Он также обнаруживает, что может стрелять струнами и ядами из этой руки, что заставляет его благодарить самого себя за то, что он тогда остался позади. Теперь, когда работа сделана, пришло время повеселиться. Чтобы отпраздновать свою победу, Габру приносит всем спиртное. Хочу подружески предупредить, что употребление алкоголя вредно для здоровья мальчиков. В любом случае, берегите себя. На следующий день 38-го Гобри заявил, что у него с кузнецом была какая-то оценочная работа. Добыча, которую он ранее получил от Человека-мага, по-видимому, легендарного класса. Так что это радует Гобру, поскольку в его инвентаре есть гораздо более мощные вещи, которые лично я думаю ему никогда не понадобятся. Переходя к следующему дню, Гобру раздает все свое магическое оружие всем хобгоблинам в своем клане и, что неудивительно, забирает себе алое копье, что делает его похожим на крутого повелителя демонов. Гобру с гордостью заявляет, что теперь у него есть 3 предмета легендарного класса, которые настолько невероятно могущественны, что даже обладание одним из них позволит пользователю править целой страной. После того, как он освоил свои новые навыки, Гору продолжает развивать свою армию и тренирует ее до полудня. После этого он отправляется со своей бандой на охоту, чтобы принести еду для клана, и выслеживает для них медведя. Из медвежатины сестры близнецы готовят медвежий суп для всех, который, хотя я и небольшой поклонник, но определенно хотел бы попробовать это. Если ты тоже хочешь попробовать медвежий суп, нажми на кнопку подписаться. Мы почти достигли отметки в 300 подписчиков. Гобру замечает, что рыжеволосая девочка питается за счет них всех, но не вносит никакого вклада. Поэтому он задается вопросом, как он собирается избавить ее от того, чтобы она была полной нахлебницей. На следующий день он устраивает турнир по выбору лидера среди хобгоблинов, чтобы поддерживать порядок и сделать их день немного более интересным. Учитывая, что все постоянно растут, Габру рассматривает возможность создания группы наемников, которая будет заниматься уничтожением нежелательных врагов. Но перед этим он отправляется на прогулку в неизвестность, надеясь встретить более сильных монстров, потому что ему самому нужно стать сильнее, чтобы быть достойным возглавить свою армию о могучих гоблинах. Первый новый враг, с которым он сталкивается, это золотые пауки, которых он побеждает одним ударом. После уничтожения золотой паук роняет предметы, которые выглядят дорого. Однако вместо того, чтобы продать их, мистер Вечно Голодный съедает награбленный предмет и учится еще нескольким навыкам обмана. Затем он встречает благородного оленя, которого также легко побеждает, и его нога остается совершенно сырой. Продолжив прогулку по лесу, Джоб достигает таинственного фиолетового дерева, которое является домом для дриад, мифического существа, охраняющего леса. Когда дриады появляются перед Гобру, он вспоминает, что Габаджи говорил о них. Очевидно, дриадам нравится соблазнять разумных представителей мужского пола, использовать их для своего питания. Хотя все дриады красивы по своей природе, иногда они могут быть смертельно опасны. Перед Гобром появляется дриада, которая пытается соблазнить его своей красотой и начинает использовать его в своих интересах без его согласия. Но Гобр дает понять, кто здесь главный, и высушивает дриаду на следующие 5 часов. Так или иначе, он продолжает путешествие, пока не достигает водопада, где делает перерыв, чтобы хорошенько помыться. Прямо в этот момент множество ящеролюдов из этого района окружили его, но погибли напрасно. После победы над всеми ящеролюдами Джоб приобретает гораздо больше способностей и даже учится нырять. После победы над ящерами Джоб возвращается домой, где узнает, что 2 молодых гоблина были одарены талантом использовать магию. Итак, эти 2 гоблина присоединяются к Хопсу, который уже является экспертом в использовании магии. На 43-й день Джоб замечает, что по какой-то причине Гми злится на него.
Похоже, не только она, но и все женщины, которым он нравится, тоже злятся на него. Так вот, Гобру спрашивает об этом девочку-химичку. И она объясняет ему, что девочки злятся на него только потому, что каким-то образом узнали о его тайном свидании в комнате с дриадами. Но это должно было остаться в строжайшем секрете. Так вот, Габру предполагает, что кто-то, должно быть, шпионил за ним, когда он прогуливался в то время. Но это не так, поскольку девушка-химик объясняет, что у него на шее и теле следы от поцелуев. Теперь, когда тайна раскрыта, Гобр подумывает о том, чтобы извиниться перед всеми. Но, похоже, ему это и не нужно, так как все девушки, которые ревновали, решают разделить Гоба вместе и с радостью присоединяются к его гарему гоблинов. На 45-й день Гобр просыпается, а рядом с ним спят Гобми и рыжеволосая девочка. Он чувствует приближение группы мужчин к его деревне и понимает, что на этот раз нежеланный враг силен. Он выходит из своей пещеры, чтобы посмотреть, кто эти незваные гости, и обнаруживает, что сюда пробрались 3 высокомерных эльфа, которые намереваются захватить всех здешних гоблинов, чтобы сделать они работают на них. Из-за того, что люди охотятся за священными сокровищами эльфов. Эльфийский лидер хочет, чтобы Габру и его клан помогли им победить людей в обмен на запасы продовольствия на несколько месяцев. Но Гобру не хочет работать ни на каких дураков и ясно дает им понять, что он не собирается никому помогать из великодушия. Не говоря уже о том, чтобы помогать высокомерному дураку, который не знает, как проявлять уважение к другим. Предводитель эльфов, который считает, что гоблины не заслуживают никакого уважения, так как они кучка низших существ, обижается на Гобра. Но прежде чем он успевает сделать какой-либо шаг, чтобы показать, насколько он силен, Гобр запугивает его, используя свою ауру, и заставляет упасть на колени. Теперь, когда боевой дух лидера полностью пропал, Габру берет его в плен и приказывает другим эльфам, которые прячутся за кустами, также сдаться, если они захотят уйти. Когда каждый эльфийский солдат понимает, что у них нет ни единого шанса противостоять повелителю джунглей, они перестают сражаться с ним. Гобр демонстрирует проблеск своей силы, вытаскивая свое легендарное великое багровое копье и вонзая его в землю, в результате чего вся местность становится пронзенной бесконечными копьями по его приказу. Эльфы понимают, что они не могут договориться с Гобром, поэтому вместо этого они прибегают к бегству. Гобр, которому нравится играть со своими вредителями, позволяет им спасаться бегством, предполагая, что они больше не будут преследовать его теперь, когда знают, насколько он чертовски силен. На следующий день Гобр охотится на серых слизняков и приобретает множество защитных навыков, поедая их магические ядра. Он также становится способным вызывать множество версий самого себя, используя свою кровь, которой он также может обладать. Когда он осознает, что может использовать эту способность для слежки за другими расами, он решает использовать ее против своих врагов, когда сочтет это необходимым в будущем. Мало того, он также использует своих клонов для изготовления одежды для людей, используя волокна с использованием точных технологий, что оставляет все необходимые женщины в его гареме должны быть счастливы. На 47-й день он использует кровавого клона, чтобы шпионить за эльфами, которые, похоже, предпринимают тайные шаги, чтобы снова нападить на деревню гоблинов. Из-за их высокомерия Джоб решает наказать их и издает громкий рев, который обездвиживает всех. Он захватывает всех эльфов и уводит их обратно в свою пещеру, где спрашивает вождя, как тот набрался смелости напасть на него. Даже после того, как узнал, насколько силен Гобр. Предводитель эльфов объясняет, что он хотел отомстить такому ничтожеству, как Гобр, за то, что тот на днях запятнал его гордость перед своими подчиненными. И именно поэтому он пришел сегодня снова, чтобы наказать его за варварские действия. Другие эльфы утверждают, что их предводитель заставил их прийти сюда против их воли и умолять Гобру хотя бы проявить к ним милосердие. Но предводитель гоблинов не хочет никого отпускать. Поэтому он говорит им, что если они смогут победить бойцов гоблинов из его клана В в шутливой битве 1 на 1, он оставит их в живых. После показательной битвы 17 эльфов одержали победу, в то время как 6 из них проиграли. Гобру с радостью съел всех 6 и приобрел множество новых навыков, таких как стрельба из лука, умение прятаться и, что удивительно, умение выслеживать. Мне интересно, как он собирается использовать это умение в средневековье, ведь оно явно относится к 21 веку. В любом случае, Гобру награждает победителя, забирая у него снаряжение и делая его своим пленником, что определенно не то, что он обещал в соответствии с ранее заключенной сделкой. Но будучи безжалостным правителем этой страны, Гобр ясно дает понять, что может нарушать правила, когда захочет. Если говорить о том, как можно что-то изменить, то Гбаджи приходит туда, потому что хочет изменить прекрасных эльфов для своего удовольствия. Но Гобр не позволяет гоблину-извращенцу вести себя как дегенерат и напоминает ему, что как самый старший эльф, он должен подавать хороший пример молодежи. Но дедушка-извращенец продолжает умолять Габру позволить ему подчинить
заиметь эльфов, утверждая, что его скрытый монстр заставит его сойти с ума. Не желая, чтобы его дедушка испытывал какую-либо обиду, Гобру позволяет ему сделать это только один раз. На следующий день Кпхичи достигает 100-го уровня и поднимается настолько, что становится больше Габру. Теперь, когда Кпхичи достиг того же ранга, что и Габру, он вызывает его на дуэль. Их дуэль начинается с того, что оба обмениваются ударами друг с другом, но будучи главным героем, Габру выходит победителем и побеждает Гакичи. Позже ночью перед Габру во сне появляется таинственная фигура и дает ему в подарок непонятную способность, которая приводит Гобра в замешательство. На следующий день Джоб берет Габру с собой, чтобы показать ему успехи их соплеменников. 4 хобголинов, у которых была склонность к магии, теперь могут управлять ею по своему желанию. Габджи больше всего подходит на роль жреца, в то время как Хапсёй, который также стал красивым хобгоблином после повышения в ранге, может управлять огнем. Она показывает Габру несколько таинственных меток, которые появились на ее теле после того, как она превратилась в повелителя полузаклинаний. Это заставляет Габру на мгновение отвлечься, так как он распознает, что форма отметин похожа на его собственные. В любом случае, она утверждает, что умирает от желания продемонстрировать свои новые магические способности. Поэтому они отправляются посмотреть, действительно ли она хороша в качестве мага. Хопс предлагает продемонстрировать свои способности перед отъездом. Она высвобождает огромную магию, которая шокирует Гобру, и она хвастается Гобру, что там, откуда она взялась, есть нечто большее, и она может делать это снова и снова. Он просит ее не беспокоиться о том, чтобы делать это снова, напоминая ей, что она наполовину гоблин и делает гораздо больше, чем ее сила. Он говорит ей, что она эволюционировала, и он гордится ею, а также дарит ей подарок за ее эволюцию. Она принимает подарок и очень взволнована. Сато подходит к ней и завидует ее подарку, но она убеждает ее, что ей не обязательно так себя чувствовать, и что она тоже очень скоро эволюционирует и получит свой дар эволюции. В тот день Гобру посмотрел на всех гоблинов, находящихся под его командованием, и был потрясен тем, как здорово они справляются. Он признает, что им не суждено расти так быстро, и он также знает, что причина, по которой они растут так быстро, заключается в его способностях. И он очень гордится тем, как они растут. Далеко они продвинулись. Он признает, что знает причину, по которой все они так быстро растут, это он сам. И в течение первого месяца жизни гоблина окружающая среда, в которой они находятся, будет оказывать на них огромное влияние. Ну что же, за исключением тех, кто отказался расти, это гоблины постарше. На следующий день, возвращаясь с охоты, он приносит им еду и видит гоблинов постарше. Он говорит им, что у него есть для них еда, а они отвечают, что им больше не интересно находиться с ними в этом месте. Они утверждают, что младшие дети развиваются быстрее, чем тогда, и они все еще находятся в каком-то месте. Они говорят ему, что если он не хочет, чтобы они уходили, ему следует убить их. К их удивлению, он говорит, что они могут уйти. Они задаются вопросом, не попросит ли он их остаться, но он говорит нет. И даже дарит им подарок. Он достает волшебный нож и говорит им, что он выглядит тупым, но на самом деле острый. Они уходят, и он желает им всего наилучшего. На следующий день, на 54-й день, они отправляются на обычную экскурсию в лес и видят орка, который убил человека. В этот момент человек становится непоправимым, и в результате он убивает орка. Он получает от орка титул укротителя монстров и возвращается в деревню. В деревне он встречает алхимика, и она говорит ему, что создала что-то для него. Она дает ему попробовать, и он видит, что это выпивка. Он с нетерпением ждал возможности выпить спиртного с тех пор, как перевоплотился в этот мир, поэтому он так взволнован. Он пьет его с удовольствием. На следующий день он созывает всех юных гоблинов вместе. Он сообщает им, что старшие гоблины ушли, и он не собирается никого упрашивать остаться с ним. Следовательно, если кто-то из младших гоблинов захочет пойти с ними, они тоже могут уйти. Он дает им такую возможность и даже дарит подарки. Он не получает от них никакого ответа и извиняется за то, что завел этот разговор. Следующие несколько дней в деревне будет спокойно. Он решает сделать серьгу из своей крови, чтобы они могли общаться друг с другом. На 56-й день все они тестируют серьгу и видят, что она работает. Это облегчает общение между ними. На 57-й день Джоб успешно атакует монстра. Джоб потрясен тем, как вырос Джоб, и решает проверить титул укротителя монстров, который он получил от орка. Используя свое умение, Джоб приручает единорога и позволяет Джобу оставить его себе. На следующий день Джоб приручает серого медведя и стаю серых волков,
чтобы использовать их для защиты человеческих девочек в своей пещере. На 59-й день шокирующее открытие лишает Габру дара речи, поскольку Рыжий показывает себя опытным фехтовальщиком, который может легко справиться с любым монстром в бою 1 на 1. Довольный рыжеволосой девушкой, которая наконец-то внесла свой вклад в команду, Джоб делится с ней своим мясом, но не так, как ты мог бы подумать. Точно так же, как Гобру, рыжеволосая приобретает новый навык после употребления мяса багрового оленя, который позволяет ей стать такой же быстрой, как бегущий олень. Она даже получает новую должность – черный солдат, которая, к сожалению, имеет свои недостатки. Очевидно, что если она не будет уничтожать монстров в течение определенного периода времени, то в результате потеряет свою жизнь. Именно этим ей придется заплатить за прирост силы и ловкости, который она получила. Позже Гобру узнает от Габджи, что группа людей напала на нескольких молодых гоблинов, которые отправились исследовать лес. Эта новость заставляет Габру осознать, что люди пришли в этот лес, чтобы сразиться с эльфами и украсть их сокровища. Но он выражает свою незаинтересованность в участии в войне между людьми и эльфами. Таким образом, на данный момент он сохраняет нейтралитет. На следующий день, используя свои навыки поиска, Джоб узнает, что целый клан каблоидов был уничтожен таинственной армией скелетов нежити. Желая помочь им, Джоб отправляется со своими подчиненными к месту, где находится каблоид. Но поскольку ни одна из их атак не смогла нанести скелетам ни царапины, Джоб понимает, что ему придется уничтожить некроманта, который управляет ими из-за кулис. Гобр использует свои кулаки, чтобы разнести скелеты на части, и менее чем за 10 секунд он уничтожает некроманта. Затем он съедает череп некроманта, потому что, черт возьми, почему бы и нет, и получает способность призывать нежить, что, конечно же, позволяет ему стать некромантом. Так или иначе, каблоиды клянутся в верности Гобру за спасение их жизней, а также объясняют, что сегодня он становится более влиятельным, чем раньше. Сегодня 61-й день, и Гобру впервые за все время своего руководства решает отправиться на охоту с Капкичи. Как будто небеса хотят, чтобы он помог множеству людей, которые могут умереть в этот день, он идет по лесу и натыкается на группу людей. Зная, что люди не объединяются в группы, если у них нет предварительного злого умысла, он решает выследить их и выяснить причину их поведения. Собираемся. Он идет впереди них, чтобы понять, о чем они говорят. И он узнает, что они намереваются похитить королеву клана эльфов. Естественно, гоблины и эльфы не вмешиваются в руководство друг другом, но подслушав разговор, он узнает, что среди эльфов есть шпионы, которые сообщили людям, что принцесса вернется в тот вечер на фестивале в Альбелле. Несмотря на то, что он не несет ответственности за ее спасение, он остается и наблюдает за ситуацией. Он видит, как принцесса и ее сопровождающие проезжают мимо, и он ошеломлен ее красотой. Хотя он знает, что эльфы красивы от природы, ее красота ослепляет, и он не может не оценить ее по достоинству. Как и планировалось, люди нападают на экипажи и стреляют стрелами в большинство охранников, он не хочет вмешиваться быстро, чтобы в конечном итоге не пожалеть об этом. Но когда он видит, что нападения реальны, он вмешивается, сражается с людьми и захватывает некоторых из них в плен. После битвы с ними он берет принцессу на руки и просит Гобкичи унести тела погибших охранников. Лучшее, что он может сделать для них в этой ситуации, это устроить им достойные похороны. На следующий день, на 62-й день, он просыпается и наблюдает за спящей принцессой. В конце концов, принцесса просыпается и с удивлением обнаруживает, что находится в необычной обстановке. Ее тревога раскрывает ее скрытые крылья, и он потрясен тем, что у эльфов действительно есть крылья. Она спрашивает его, что она там делает, и несколько раз бьет его. Она пытается выяснить, не похитили ли ее. Она испуганно спрашивает, не хочет ли он ее осквернить, а он поет ее чаем и объясняет, что с ней произошло. Она спрашивает о своих охранниках, и когда он говорит ей, что не смог их спасти, она сердито называет его негодяем и бьет его в грудь. Она говорит, что если он хотел им помочь, то должен был оказать свою помощь полностью, спасая их всех и не оставляя некоторых умирать. В свою очередь, он просит ее использовать силу, которая у нее есть, чтобы бороться с ним и подумать о решении. Он также сообщает ей, что среди них есть шпионы, и он не может им доверять. Именно поэтому он не вмешивался раньше. Он просит ее немного отдохнуть, а на следующий день он проводит ее в ее королевство.
Когда он покидает ее комнату, один из старых гоблинов спрашивает, может ли он осквернить ее, и он предостерегает его от этого. На следующий день, на 63-й день, он провожает ее в ее королевство. По дороге он спрашивает о крыльях у нее за спиной, и она отвечает, что они есть только у высших эльфов. Они используют их во время войны, и им не разрешается показывать их другим кланам. Однако, поскольку она все еще зеленая, ее беспокойство заставило ее рассказать об этом за день до этого. Примерно через 2 дня пути они в конце концов добираются до королевства эльфов. И он сталкивается с несколькими эльфийскими стражниками, которые считают, что он представляет для них опасность. Он осматривает их и видит, что у них в руках мифриловые стрелы, оружие, о котором он всегда мечтал, и их около 12. Прежде чем они успевают напасть на него, вмешивается принцесса и показывает, что он ее спаситель. Они отводят его на встречу с вождем, и вождь очень рад возвращению своей дочери. Он благодарен Гобру за то, что он сделал. Но Гобру говорит, что он сделал это не просто так, и он хочет получить награду. Это выглядит так, как будто вождь ожидал, что он это сделает. Он просит одного из своих рабов принести приготовленную им награду. Гобру ожидает награды, чтобы узнать, сколько стоит принцесса в руках вождя, чтобы точно знать, о чем ему следует попросить вождя. Вождь считает, что он не подведет. Это очень мощное легендарное оружие, которое не должно покидать пределы их королевства. Даже принцесса недоумевает, почему ее отец отпустил такое. Но ее отец больше рад, что она жива. Гобру отказывается от этого и просит взамен мифриловое оружие. Вождь дает ему столько, сколько он хочет, и с этого начинаются прекрасные отношения между кланом гоблинов и кланом эльфов. Когда он собирается уходить, вождь спрашивает его, нашел ли он их старшую команду эльфов, которая отправилась на охоту и получила задание. Но он отрицает, что видел их. Перед уходом вождь дает ему алкоголь и еще кое-что. Он очень взволнован и просит их обращаться к нему, если им понадобится помощь. Когда он выпивает алкоголь, он чувствует себя таким расслабленным. На следующий день он просыпается и видит, что Гобми превратился в хобгоблина. Теперь у нее есть благословение ледяной королевы. Кроме того, Джоб стал повелителем земли, а Хапсада – повелителем полукровок. У них у всех на разных частях тела есть татуировки, точно такие же, как у него, и некоторые гоблины говорят, что их сила связана с этой татуировкой, которая у него есть. Хотя он этого еще не доказал. Он хочет сблизиться с ними и узнать больше. После разгорающейся войны между людьми и эльфами, эльфам нужна его помощь, и он хочет обучить их команду. Он собирает некоторых из них в своем сообществе и дарит им свои серьги, чтобы они могли лучше общаться. К сожалению, они отказываются их принимать. Они утверждают, что носить аксессуары для ушей неправильно для гоблина, и поскольку ему нужно, чтобы они слушались его, он запирает их, чтобы научить это будет уроком до тех пор, пока они не согласятся. В настоящее время в его общине насчитывается более 100 жителей деревни. Самые слабые из них – кобальды. У них совсем нет забот и желания тренироваться лучше. Все, чего они хотят, это есть зомби и веселиться. В пещеру, где когда-то жили коболды, прибывают Губрю и его команда и проводят некоторые раскопки с помощью коба, чтобы заблокировать вход в пещеру, чтобы гарантировать, что скелеты не появятся снова несвоевременно. Затем Гобр проводит охотничьи тренировки для кобольдов, чтобы повысить сплоченность их команды и физическую силу, где он ставит перед ними задачу победить черных волков. Хотя волки – сильные противники, каблоидам благодаря их ловким движениям удается выследить и даже захватить некоторых из них по приказу Гобра, который хочет превратить их в своих питомцев. После поимки 20 черных волков, Гобр прекращает охоту и начинает приручать всех волков с помощью своего навыка мгновенного укротителя. Поскольку в волчьей стае раньше не было вожака, волки сотрудничают с Гобром без каких-либо проблем и действуют вполне послушно. После того, как Гобру приручил волков, он решил попытать счастье с печатными досками, но, к сожалению, поручил это дело Джобу, который сильно облажался и случайно уничтожил кабанов. В результате вместо домашних животных кабаны превратились в тушеное мясо на ужин гоблину в тот вечер. Человек Эмери, который является искусным кузнецом, улучшает алебарду Гобра мифрилом, который они получили от вождя деревни эльфов, и получает награду от Гобра, который позволяет ему сидеть у себя на коленях. Но разве это не уморительно? Братан воплощает в жизнь свою мечту. Так или иначе, Эмери получила новую должность после того, как освоила использование камня духа, и это позволило ей подняться в ранге кузнеца стихий. Используя свой текущий статус, она может улучшать оружие еще больше. На следующий день кобальды продолжают охоту, за ними следует сам Джоб, который снова отправляется охотиться на кабана,
так как он больше не может поручать Джобу это задание. После этого Гобкичи подходит к нему с робким жестом, выражающим его нервозность, и прежде чем сказать Габру, чего он хочет, заставляет его пообещать, что он не будет смеяться над ним из-за того, что он собирается сказать. Когда Гобр обещает Гобкичи, что не будет над ним смеяться, Гобр испытывает облегчение и признается ему, что влюбился в Коби. Габру, который ожидал чего-то подобного, потому что уже видел, как робок Гобкичи рядом с Гобом, нисколько не удивляется. Так или иначе, Кичи продолжает выражать, насколько он одержим Коби и как сильно он влюбился в ее красоту и мужественное тело. Он утверждает, что его паучьи чувства под штанами покалывают каждый раз, когда он смотрит на нее, и именно это заставляет его хотеть быть с ней. Она всегда рядом. Но из-за того, что он не знает, как подойти к девушке, он просит пойти приготовить мир рис, который не только спал с гоблинами и эльфами, а также с древесными птенцами. «Иди». Гуру любви не дает Гобкичи особых советов и советует ему просто пойти вперед и рассказать Джобу о своих чувствах, обещая ему, что даже если она даст ему отрицательный ответ, он не будет чувствовать себя так плохо, как сейчас. Хотя Гобкичи не ожидал услышать от гуру любви этот неубедительный совет, он все же решил прислушаться к лидеру, решив подойти к Гобу той же ночью. Ближе к вечеру полумесяц уже создает романтическое настроение. Так что, пользуясь случаем, Гобкичи отводит Джоб в лес и признается ей в любви, сказав, что хочет, чтобы она почистила его банан. Джоб никак не ожидала, что такие слова прозвучат из уст ее подруги детства. Если быть более точным, то они двоюродные братья или, что еще хуже, даже больше. Но в любом случае они гоблины, так что какая разница? Это точно не люди из Алабамы. Несмотря ни на что, Кичи получает то, что ему нужно, и избавляется от титула неудачника, заставляя Джоба кричать всю ночь напролет. В результате уверенность Кичи достигает новой высоты. И поэтому на следующий день он вызывает Габру на еще один поединок и наносит ему хороший удар по правой руке, который причиняет боль Глотаю изо всех сил. Чувствуя себя суперсильным, Гобкичи побеждает Джоба в поединке и отдает должное специальному упражнению, которое он проделал с Джобом прошлой ночью. Но Джоб, не колеблясь, берет на себя ответственность и рассказывает, что вчера Джоб обратился к Гми с тем же сообщением, что и Гобкичи, сообщив, что они оба уже влюбились друг в друга. А это означает, что у Гобкичи был 100% шанс получить это от Джоба. Когда Джоб рассказала ГБМе о своей влюбленности в Кичи, ГБМе сразу же отправилась к Габру и рассказала ему все об этом. Так вот, они оба подготовились к тому, чтобы свести их вместе и назначить встречу на вечер. В любом случае, Гору проверяет Коби, чтобы узнать, как у нее дела, поскольку он предполагает, что она не сможет даже пошевелиться после того, что ей пришлось пережить прошлой ночью. Но увидев, что с ней все в порядке и она вернулась к тренировкам, он испытывает облегчение, но в то же время несколько обеспокоен тем, как его друг ведет себя в постели. Гобкичи, с другой стороны, становится настолько энергичным и сильным, что начинает выполнять более опасные задания и выходит на охоту. Совсем один, сражающийся со скелетами-нежитью и еще более странными монстрами. В тот день после тренировки они вчетвером отправились на охоту, что напоминает им о днях их детства, когда они храбро охотились в одиночку. Углубившись в северную часть леса, группа встречает множество новых монстров, которых никогда раньше не видела. Например, богомола. Гобру съедает конечности богомола после охоты на него и получает способность линять. Конечное острие, бесшумное уничтожение, экзоскелет, удар рогом, паразит, суперпрыжок, устойчивость и многое-многое другое. Из всех способностей наибольший интерес Гобры вызывает способность экзоскелет, которую он использует для получения мгновенной брони, благодаря которой он выглядит еще круче, чем раньше. У меня такое чувство, будто я превратился в супергероя из телевизионного шоу. Гобр задается вопросом, действительно ли доспехи так хороши, как кажутся. Он проверяет их защиту, когда узнает, что они также обладают свойствами самовосстановления и поглощения ударов, что делает их в 10 раз прочнее, чем его обычные доспехи. Однако Гобру чувствует себя комфортно в своей обычной одежде, поэтому он сосредотачивается на овладении другими способностями, такими как полет и изучение новых навыков с помощью еды. Еще больше странных монстров. Наконец-то настал 69-й день его жизни на этой земле, момент, которого мы так долго ждали. Пожалуйста, оставляйте приятные комментарии в чате, ребята. В любом случае, Гобр обменивается с эльфами еще многими странностями, что позволяет его клану делать лучшее оружие. Чтобы отдать должное 69-му дню, лорд Рис Габру получает особое отношение от девушки-химика, которая извлекает из него некоторые необходимые элементы для исследовательских целей, что приводит других женщин к начинай завидовать ей.